Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о ежах. Симпатичный ежик – персонаж, известный детям с самых ранних дней. Он является героем сказок и мультфильмов. Как выглядят эти животные, тоже знают все. Да и, наверное, все про него тоже известно. Колючий, добрый, яблоки с грибами носит на спине. Скорее всего, про запас. И постоянно снимается в мультиках. Вот какие молодцы! Знаем про него все. Можно и отдохнуть. Но мне кажется, это не вся информация о ходячей колючке. И все интересное у нас впереди. Поехали! Принято считать, что самые первые ежи появились на Земле около 30 миллионов лет назад, в Олигоцене. К концу следующего миоценового периода, то есть около 5 миллионов лет назад, ежи расселились по всей планете, кроме Австралии, Южной Америки, Мадагаскара и Антарктики. Именно к этой эпохе относят ископаемые останки гигантского волосатого ежа. Этот крупный зверь величиной со среднюю собаку обитал на юге Италии, и в его рацион, по-видимому, входили другие млекопитающие. За последние 5 миллионов лет ежи на каком-то этапе исчезли в Северной Америке, а в наши дни они широко распространены по всей Европе, начиная с Южной Скандинавии и заканчивая Британскими островами, в России, во всей Африке, на Ближнем Востоке, в Китае и Юго-Восточной Азии. В Австралии их нет, зато в Новой Зеландии великое множество. Еж – млекопитающее, относящееся к классу хордовых, семейству ежовых. Различных видов ежей насчитывается более 20. Обыкновенный еж, африканский еж, алжирский, лесной, амурский, белобрюхий, ушастый, эфиопский, индийский, даурский, центрально-китайский, шерстистый и гимнур. Все они во многом похожи и узнаваемые, но не считая гимнура. Там, мне кажется, была любовь с крысой, но это не точно. Еж – общеизвестный по внешности зверек, чья спина и бока покрыты короткими темными иглами. Иглы длиной до 3 сантиметров. У взрослых ежей их около 5000. Интересно, кто их считал? Мне кажется, работенка не из легких. Каждая иголка растет около года. Время от времени еж обновляет иголки, и так называемая линька у ежа идет медленно. В среднем за год меняется одна игла из 3, в основном весной и осенью. Длина тела ежа в среднем 30 сантиметров. Присутствует хвост, хоть и небольшой, не более 3 сантиметров, но тем не менее свой. Весит в среднем 700-800 грамм. Но не хвост, а еж. Мордочка вытянутая, подвижная, нос острый и постоянно влажный. Глаза черные, круглые, уши короткие, меньше 3 сантиметров, почти спрятаны в меху. Но не у ушастого ежа. У того красавца не уши, а прямо-таки локаторы. И ноги подлиннее, и в целом он пошустрее нашего обыкновенного. На каждой конечности у ежа по 5 пальцев, с довольно острыми когтями. И задние ноги несколько длиннее передних. Рук, как оказалось, нет. Но вот зубы присутствуют. На верхней челюсти 20, на нижней 16. Еж ведет одиночный образ жизни. Активен преимущественно в сумеречное и ночное время. У ежей острое обоняние и слух, а вот зрение слабоватое. Активность отражает маршрут, достигающий 3 километров за ночь. Короткие лапки не позволяют быстро перемещаться, но быстрые шажки несут ежей стремительно для их размеров со скоростью до 3 метров в секунду. Бродя по лесу в поисках пищи, еж шумит сухой прошлогодней листвой, и поэтому шуму его легко обнаружить. Ежи издают разнообразные фыркающие и чихающие звуки, ворчат и клацают зубами. Смешанные леса и перелески, травяные равнины, заросшие поймы рек, степи, пустыни, а иногда и города – место обитания колючих. Избегают только болотистых мест и хвойных массивов. Свою территорию ежи в мире животных не метят. Живут поодиночке, преимущественно на определенной территории, которую регулярно исследуют в поисках пропитания. В пределах своего участка еж устраивает несколько гнезд, спрятанных в колючем кустарнике, под бревнами, в кучах хворостах и тому подобных местах. Гнездо выстилает сухими травками, листьями, мхом, древесной трухой. Здесь зверек ухаживает за шубкой на груди и брюшке, вылизывая ее языком, да и просто чилит перед ночной охотой. А вот нора ежу необходима в период наступления холодов. Работяги роют нору сами, а кто ленивый пользуется норами других животных. С наступлением заморозков ниже 10 градусов, накопив жировые запасы, еж закупоривает вход в нору и впадает в спячку, продолжительность которой зависит от климатических условий. В Центральной России спячка начинается в конце сентября-начале октября, хотя отдельные особи впадают в оцепенение еще в августе. В спячке частота сердцебиений у ежа снижается до 20 ударов, а дыхание до 1 вдоха в минуту. Если еж засыпает без достаточного запаса жира, не менее полукило, он рискует во время спячки умереть от голода. В некоторые годы смертность ежей во время спячки доходит до
85% молодняка и 30-40% у взрослых заканчивается спячка в апреле, когда температура воздуха поднимается до 15 градусов тепла. Весной, когда ежи выходят из спячки, они проявляют активность и в дневные часы. Зачем, спросите вы? Да понятно же зачем. Нужно съесть все, что можно съесть. Еж очень прожорлив, особенно после спячки. За ночь может съесть корма, который равен трети его веса. Питается еж в основном насекомыми, жуками, личинками, слизнями, улитками, дождевыми червями. В природе на позвоночных он нападает редко. Чаще всего его жертвами становятся впавшие в оцепенение амфибии, то есть всякие жабки и лягушки, и рептилии, они же змеи. Кстати, ежи очень стойки к ядам, так что и скорпион для него тоже не проблема. И если попадется медленная мышь, то на ужин может быть и мышатинка. Из растительных кормов он предпочитает желуди, грибы, ягоды и фрукты. Люди частенько пытаются напоить ежей молочком. Кто это придумал, непонятно, но молоко ежам вредно, и их не следует кормить молочными продуктами, так как они страдают непереносимостью лактозы. Но ежик наш парень непростой. Для людей он тоже припас немного сюрпризов. Так как у него неплохой иммунитет и болезни ему нипочем, это не говорит, что они не могут в нем быть, так что колючий является переносчиком различных заболеваний, особенно таких как бешенство, сальмонеллез, дерматомикоз, желтая лихорадка и других не менее опасных болячек. Также на ежах водится очень много клещей и блох. К тому же ежи находятся в числе хозяев иксодовых клещей, а в лесу ежи собирают на себя клещей больше любых других зверей. Ведь колючий покров ежа словно щетка собирает приятелей с травы. Еж не способен избавиться от клещей, которые забрались между иглами. А если у вас на даче имеются животные, это несет сюрпризы и им, в первую очередь. Кроме того, в природе у него присутствуют и другие недруги, пытающиеся завладеть ежовой жизнью. А это волки, орлы, хорьки, лисы, мангусты, гиены, шакалы, совы, куницы, барсуки, медоеды, коршуны, филины. Но наш еж не так-то и прост. При встрече с противником еж сначала прыгает на хищника с целью уколоть, а потом клубок иголок становится неприступной крепостью. Под кожей спины у ежа находится особая мышца, которая при сокращении позволяет ему сворачиваться в колючий шар, который защищает ежа со всех сторон и от любой опасности. В таком состоянии ежи могут находиться продолжительное время, пока угроза не минует. Иглы растут под разными углами наклона и образуют прочное переплетение колючек. Наколов лапу и морду, нападавший теряет интерес к добыче и уходит. Но есть хитрые способы обмануть простодушного ежа. Те из животных, кто ест ежей, обладает интеллектом хищника. Коварный филин бесшумно нападает и стремится застать добычу врасплох. Крепкая чешуя на лапах птицы защищает от колючих уколов. А вот лисица обманом загоняет ежа к воде или сбрасывает с возвышенности в водоем. Открывший брюшко и мордочку плывучий зверек становится уязвим для хищника. А медоед, он и в Африке медоед. И благодаря этим друзьям средняя продолжительность жизни в 10 лет сокращается до 5. Также велика смертность ежат первогодок. Они часто замерзают, так как не умеют устроиться на зиму. Так что шурши не шурши, а года 4 остается запросто. А еще многие ошибочно полагают, что дикобраз и еж – группа животных с родственными связями. На самом деле сходство обманчиво. Родня ежей живет среди кротов-землероек и менее известных тенриков и гимнуров. Животное, похожее на ежа, колючая одежка не всегда его родственник. Так морской еж – животное, не имеющее сходства с лесным жителем, кроме названия. Но это уже другая история. А наша подошла к завершению. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.